Всем привет! Сегодня я хочу продолжить тему прошлых жизней и рассказать, насколько нам нужно вообще вспоминать прошлые жизни, а также рассказать, насколько наши прошлые жизни влияют на настоящее и насколько наше настоящее взаимосвязано с прошлым в том числе. И частично развеять такой миф, что для того, чтобы проработки какие-то сделать на уровне души или что-то там проработать внутренний момент, надо обязательно вспоминать прошлую жизнь и работать с моментами из прошлой жизни. То есть и что в настоящем нам, пока мы не вспомним прошлую жизнь, ничего не исправить. Такие мифы, к сожалению, есть, и я не зря вообще подняла эту тему на Ютубе, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне люди пишут, что я вот как не пытаюсь, как не стараюсь, так и не могу вспомнить прошлые жизни. Часто люди на этом зацикливаются, не понимая, что по сути, если им не приходят такие моменты с флешбэками. Кстати, прочитала я комментарии под прошлым видео и увидела, что очень многие не знают почему-то значение слова флешбэк, считают, что это какое-то странное иностранное слово и так далее. Но нет, флешбэк — это слово, которое используется в психологии в том числе, и оно означает момент очень яркого воспоминания, вспышки, внезапной вспышки воспоминания яркого из прошлого. Это называется состояние, когда ты озаряешься внезапной вспышкой какого-то воспоминания из прошлого, называется флешбеком. Это не то, когда мы сидим и вспоминаем сами усиленно, что ага, вот тогда-то со мной было что-то. Нет, это вот что-то внезапное, яркое, очень, очень насыщенное, такое состояние. Поэтому, если у этого явления есть название, я называю это явление тем названием, которым оно называется. Вот, общепринятым. И также многие там спрашивали в комментариях слово катарсис, что же означает, что это какое-то иностранное англоязычное слово. Нет, слово катарсис это слово означает, опять же, это греческое слово, и означает оно снятие напряжения, внезапное освобождение от чего-то. То есть, когда мы очень долгое время страдали от какого-либо состояния, и потом пришло внезапное освобождение от этого состояния. Берет свое начало это слово еще со времен Аристотеля, а также используется в основном в литературе, философии, психологии, а также у деятелей искусств. Они часто это слово используют. Поэтому оно никакое не иностранное, это обычное слово, которое используется, в том числе в художественной литературе. Если же мы отойдем от общепринятой терминологии и вернемся все-таки к теме прошлой жизни, то на самом деле я тоже, прочитав один из комментариев, где девушка написала, что она практикующий психолог, она занимается в том числе моментами разрешений внутренних конфликтов у людей. И там она говорит, что любой человек может вспомнить на самом деле, особо не заморачиваясь, грубо говоря, без особых каких-то там манипуляций, может вспомнить свои прошлые жизни, только когда идет в эту прошлую жизнь через конфликт. И это как раз-таки очень верное замечание, потому что я и хотела во второй части рассказать про вот эту часть, тему воспоминаний прошлых жизней, что просто так мы прошлые жизни из чистого любопытства обычно не вспоминаем. Я тоже не вспоминала прошлую жизнь из чистого любопытства, потому что как раз-таки из-за того, что мне нужно было вспомнить свое прошлое, сопоставить его с настоящим, посмотреть, как это все взаимосвязано. Это для моей души, было важно, чтобы мое сознание знало вот эти причинно-следственные связи. В том числе многие фрагменты из прошлого, которые были мной воссозданы, в настоящем, то есть которые я вспомнила, они были напрямую связаны с теми конфликтами межличностными, внутренними, которые у меня были в этой жизни. То есть мы с вами очень много говорим о крючках,
о травмах, о том, что нас качают через определенные ситуации, да, и события, которые нас в свое время, да, нам здесь сделали. То есть была какая-то ситуация, на основе этой ситуации сформировался крючок, и потом всю жизнь нас за этот крючок дергают и выкачивают с нас огромное количество энергии, гаваха, да, и пока мы не проработаем эту ситуацию, не уберем этот крючок, то есть не переосознаем что-то, что с нами случилось в этой жизни, в том числе в детстве, да, в подростковом возрасте, где-то даже во взрослом возрасте, то с нас и дальше будут вот эту энергию качать. Так вот, и как это все может быть связано с темой наших прошлых жизней? А дело все в том, что на самом деле нам не обязательно вспоминать прошлые жизни для того, чтобы отработать какие-то вещи, какие-то ситуации, которые происходили с нами в прошлом, и переработать тот опыт и те самые моменты внутренних конфликтов, в которые мы в прошлом застряли. На самом деле наши ситуации в этой жизни частично дублируются, да, с теми ситуациями, которые происходили с нами в прошлом. И если в прошлом бывает такое, что с нами происходили какие-то ужасные, травмирующие ситуации, да, как я вам описала, вот, допустим, в моей прошлой жизни, где там, я просто ужаснейшим образом умерла, да, со мной произошли очень страшные вещи. И я, кстати, очень достаточно была поражена тому, что на меня еще наехали, что вот, конечно, все там королями, значит, и еще кем-то там рождались. Я описала только одну из своих прошлых жизней, и я описала, что она очень плохо закончилась. И если бы у меня был выбор, кем мне там родиться, крестьянином условно, да, или тем, кем я родилась, и я, кстати, не сказала, что я там королем родилась или кем-то там какой-то королевой, я сказала лишь, что я на балу перед королевой танцевала. Но я не говорила, что я там граф какой-то была или еще кто-то там. Нет, на самом деле, я не была из какого-то супер высшего сословия, хотя я и не была там крестьянином, да, условно. Но делать какие-то непонятные выводы на основе просто одного предложения достаточно странно, потому что я не озвучивала до конца, кем была я, кем были мои родители, что я там вообще делала и так далее. Но я не считаю важным рассказывать об этом или кичиться, что вот я там в прошлой жизни была каким-то королем Англии или что, зачем это все. Я им не была, и говорить о том, что я им являлась, я не собираюсь. Вот, тем более, что о своих прошлых жизнях я особо-то никому и не рассказывала много. Если только на Бусти я какими-то своими определенными воспоминаниями делилась, вот, с ребятами, и не знаю, кто там какие, опять же, говорила обо всем достаточно очень расплывчато, потому что я не очень люблю вообще своих личных каких-то вот этих моментов касаться, в том числе личных и из прошлых жизней, потому что я считаю, что это, такая моя личная жизнь, мои личные проблемы, и это все я вспоминаю не для того, чтобы там кричать на весь интернет: «Здравствуйте, я была королева Диана», да, или что-то такое, как это делают многие. Вот. Мне это вообще абсолютно не интересно, иначе бы я этим занималась. Я просто делилась с вами именно своим очень наболевшим, своими эмоциями, своим внутренним ощущением и тем, что я пережила. На самом деле достаточно очень странные вещи в своей жизни и очень достаточно тяжелые для восприятия. Делиться какими-то тяжелыми воспоминаниями своей жизни вообще достаточно трудно, поэтому я думаю, что когда человек так или иначе делится с другими своим внутренним миром, то надо как минимум с уважением относиться к внутреннему миру другого человека. Ну а если вы к нему не относитесь с уважением, то вряд ли вы и к своему относитесь с уважением. Ну, это просто по-другому так не работает, да.
Вот, но вернусь к своим выводам касательно прошлых ситуаций и нынешних. Несмотря на то, что в прошлом я пережила достаточно очень такие тяжелые жизненные ситуации, не только в прошлой жизни, но и в позапрошлой, и во многих других, достаточно травматичные. Тем не менее, эти ситуации в более таком, знаете, легком режиме, скажем так, в каких-то более легких ситуациях, в каких-то иных, но структурно похожих обстоятельствах повторялись и в этой моей жизни, начиная с самого раннего детства, да, заканчивая вот по сей день, грубо говоря, да. То есть так или иначе, вот эти события прошлого, травматические, в которых я застряла где-то на протяжении там, да, многих там жизней до, они так или иначе отражались в событиях нынешних. И поэтому, если мы берем, да, то, что для того, чтобы отработать какие-то моменты души, а это именно моменты души, потому что душа, да, застревала на определенном опыте, не понимая, что идет не так, в том числе опыт души, который, допустим, она получала не только, может быть, даже на этом мироздании, но и в каких-то других мирах, то есть в каких-то других системах и так далее, то есть какой-то опыт, который она так или иначе несет за собой в багаже именно как часть опыта души, да. То есть если там есть какие-то свои условно тонкие моменты вот эти, где душа что-то где-то не осознает, где-то не понимает, оно так или иначе здесь, в этой жизни будет отражено, то есть в тех или иных событиях. Поэтому, если вы станете, да, не получается у вас вспомнить прошлые жизни, задайте себе вопрос, а для чего вы вообще хотите их вспомнить? Для чего вам вообще вот это знание, о кем я был? Может быть, у вас просто есть внутреннее вот это ощущение, что я хочу понять, кто я, то есть, да, и дело даже не в том, чтобы желание вспомнить именно прошлое, да, какое-то, а вообще понять, кто я такой и кто я как душа, да, но на самом деле воспоминания прошлой жизни, они, конечно, дадут вам частично ответ на этот вопрос, но именно когда я, да, начала задавать себе вопрос, а кто я как душа, когда я начала чувствовать себя, то есть кто я настоящий, то есть это момент, называемый саморефлексия, сразу же, да, если кто-то не понимает, что это за слово такое, это момент самопознания, то есть когда я начинаю копать внутри себя, да, свои ощущения, свои какие-то самые тонкие такие внутренние моменты, да, где я, а что я чувствую, а как я думаю, кто я, а каким я себя считаю, что там со мной внутри происходит. То есть именно в моменте, когда я начала задавать себе вот такой внутренний вопрос и заниматься неким самоизучением, то есть что я из себя представляю как некая личность, да, вот на моменте здесь и сейчас я начала выходить на какие-то свои темы прошлого в том числе. Также, да, интересно достаточно, вот как в комментарии сказали, что можно, да, через вот эти крючки и ситуации тоже выходить на какие-то моменты памяти из прошлых жизней. И такое у меня тоже было, в том числе я никогда намеренно не думала о том, что хочу вспомнить какую-то прошлую жизнь. Нет, как раз-таки мои первые воспоминания, вот такие вспышки яркие в голове флешбеков были связаны как раз-таки с моментами, когда я начинала вот ковыряться в себе, да, заниматься вот этой саморефлексией внутренней, и я пыталась понять, а почему я чувствую какое-то определенное чувство, почему я чувствую какой-то определенный момент внутри себя. И когда я уходила дальше в это чувство, пыталась на нем сфокусироваться и выйти к источнику этого чувства, да, которое живет внутри меня, бывало такое, что я как раз-таки, вот у меня были моменты озарений, вот таких вот воспоминаний, вспышек воспоминаний. Потому что на самом деле то,
через что мы реально можем выйти на какие-то свои прошлые жизни, на какой-то свой прошлый опыт, это наши эмоции, это наше эмоциональное состояние, это наши ощущения, которые есть внутри нас, и через эти ощущения мы можем гулять, в том числе по вот такой вот реке внутренней памяти души, да, мы можем получить доступ через эти ощущения, именно через моменты вот такого самопознания и попыток понять суть своих переживаний, суть своих эмоций, суть того, что я чувствую. То есть когда ты свой спектр внимания туда направляешь, ты начинаешь как бы уходить внутрь себя. Это достаточно сложно объяснить, но ты как погружаешься внутрь собственной личности, ты погружаешься в именно момент такого некого единения с собой, когда ты начинаешь себя слышать. Ты начинаешь себя слышать, ты фокусируешься на внутренних самоощущениях, то есть как бы уходишь в свой вот этот внутренний мир. И когда ты находишься в синхронизации со своим внутренним миром, ты можешь именно подключиться к каким-то воспоминаниям, ощущениям, да, и опыту своей души. Только так. То есть пока мы свое все внешнее, все свое восприятие, все свое внимание концентрируем на каких-то внешних объектах, внешних явлениях, внешних желаниях, допустим, я там хочу помнить прошлые жизни, я там хочу еще что-то, мы очень мало внимания уделяем внутреннему, а на самом деле как раз-таки внутреннее, да, и вот это вот внутреннее, когда ты внутри сам с собой в ладах, когда ты внутри сам себя хорошо чувствуешь, умеешь регулировать внутренние системы, понимать свои ощущения, гулять по этим ощущениям, да, уходить в глубину этих ощущений, ты тогда можешь как раз контролировать процессы и там каких-то воспоминаний, да, могут приходить и все. То есть только через внутреннее, то есть обращение к своему внутреннему, да, к своим эмоциям, к своим состояниям, к своей душе, да, обращаясь к своему внутреннему состоянию, своей душе, я на самом деле начала вспоминать, кто я, и не только кем я там была в прошлых жизнях, но и на вопрос такой, что кто я как душа, да, кем я являюсь, для чего я сюда пришла в том числе и так далее. И я думаю, что многие из вас сейчас думают, там особенно кто-то из хейтеров, что, ну, конечно же, Надежда сюда пришла, чтобы там какую-то миссию нести или еще что-то там, да, такое, значит, нести мир во всем мире или там спасать человечество или что-то так. Ну, я скажу, что частично не без этого, да, какая-то работа у меня здесь есть, тем более, что я говорила, что я сюда пришла на работу, а в командировку, да, как я всегда говорила для себя, что я сюда в командировку спустилась, а не для того, чтобы жить для себя, но на самом деле, если взять первоочередная причина, так или иначе, является в том, чтобы все равно работать с собой, то есть со своим внутренним опытом, чтобы перерабатывать какие-то свои внутренние вот эти моменты, связанные с моим опытом и работой души, да, то есть, а не на то, чтобы там, как некоторые там вещают на весь интернет, это там служение людям там или еще что-то, как будто у них, как у души, проблем своих собственных нет, у них все отлично, им работать над собой не надо, им надо только медитировать, знаете, на волшебном облачке. Но так, я уже говорила очень много раз на ютубе и везде, что так это не работает. То есть так процессы эволюции души не происходят. Душа учится, душа познает, душа только через взаимодействие с внешним миром может какой-то внутренний опыт, свой внутренний, да, принимать, понимать, то есть и, грубо говоря, играя с песочницей, приобретая тот или иной опыт, сталкиваясь с другими людьми, да, вот в каких-то своих процессах, то есть у меня есть такая потребность, у другого человека такая потребность, мы вот вместе, да, соединяемся, что-то прорабатываем, какой-то совместный опыт получаем, и все рады. То есть только таким образом идет работа на уровне вообще всей Вселенной на самом деле. И нету такого, что человек где-то рождается для того, чтобы что-то делать для других и ничего делать для себя. Такого, не бывает, потому что в первую очередь, так или иначе, в любом опыте душа нацелена в первую очередь на приумножение себя
и также на приумножение Вселенной. То есть это такой процесс, где важен и ты, и важны другие, и важна Вселенная, и это все в совокупности. Но это я уже сейчас немного, наверное, в такую философию какую-то ухожу, но тем не менее. Поэтому к вопросам о наших прошлых жизнях, настоящей жизни и так далее. Только когда мы начнем обращаться к самим себе, то есть к своей внутренней сути, когда мы начнем познавать самих себя, и начинать отслеживать причинно-следственные связи своих внутренних систем, то есть почему я чувствую вот это, почему я чувствую вот то, уходить в эти ощущения, да, погружаться в них, мы можем в том числе выходить на какие-то моменты из прошлого. Ну и также тоже здесь в этом же кроется и ответ на вопрос, почему многие, кто бы как ни бился, не могут вспомнить прям вот эти вот свои прошлые воплощения. Почему у них это не получается? Потому что они не туда смотрят, то есть вектор внимания направлен не в ту степь. Для них самое важное это вообще какое-то воспоминание, да, то есть нет изначальной задачи изменения. То есть в намерении на самом деле все достаточно очень легко. Это, как я говорила про намерение, вот я сравню, для меня этот образ примерно сопоставим, я не знаю, может быть, кому-то он отзовется и кто-то поймет, о чем идет речь. Так вот, в намерении есть такое золотое правило, что пока мы хотим деньги, денег у нас никогда не будет. То есть, когда же мы поставим четкую цель, для чего нам эти деньги и на что конкретное мы хотим, да, потратить эти деньги, то есть мы возьмем какую-то определенную цель, которую мы хотим осуществить, то там уже и деньги прибавятся, то есть, да, придут. Потому что деньги это лишь средство для достижения цели. Так вот, в моменте прошлых жизней и воспоминаний о прошлом, сами воспоминания не являются конкретной целью, да, для того, чтобы их вспомнить. Воспоминания, они являются лишь средством для достижения целей. Ну а цель, которая должна быть какая-то более осязаемая, да, для условной вселенной, для нашей души в том числе, это как раз-таки проработки внутренних процессов и блоков, то есть устранение тех самых крючков, за которые цепляются лярвы, там, как мы говорили, да, через которые идет откачивание энергии и так далее. И то есть только тогда, когда мы целью ставим именно избавление от каких-либо состояний, когда для нас цель начинается именно в плане внутренней работы над собой, то мы там невольно можем выходить и на прошлые жизни, и на многое другое, да, и на постижение какого-то внетелесного опыта, да, в том числе, то есть тонкопланового видения и прочего. Это как очень многие ребята, вот кто с солнечного клуба делятся. Допустим, они говорят, что когда вот я там пытаюсь избавиться от какой-то программы внутри себя, то есть кто вот курсы по подключкам, допустим, особенно начинает проходить, там они начинают делиться тем, что когда они начинают именно прорабатывать какие-то крючки, то есть они конкретно там понимают, вот как я говорила, очень часто вот привожу этот пример, что я понимаю, что идет откачка, вот стоит какая-то кружка грязная, да, и вот у меня начинается, вот там все плохие, поставили эту грязную кружку, что-то они не могут нормально там по-человечески взять эту кружку, помыть и так далее. Начинается откачка энергии из-за вот этой вот непомытой кружки. И когда человек этот момент ловит, ага, вот она ситуация, да, там непомытый стакан начинает, значит, вызывать во мне какую-то неконтролируемую агрессию, стресс, я начинаю просто выделять кучу гаваха на эту кружку, и человек начинает идти вот в это состояние, начинает пытаться понять, а что же там, да, вот в этом состоянии его так сильно триггерит, в этот момент на эту кружку. И только через выход на это состояние бывает такое, что ребята в процессе проработки этой кружки, грубо говоря, выходят там на то, что они видят какую-то сущность, допустим, да, и начинают ее там пытаться утилизировать, то есть утилизируют ее в топку, там, допустим, им легче становится. А некоторые другие моменты, то есть в этом плане мы выходим на какие-то моменты, в том числе тонкоплановых, да, видений, моменты воспоминания прошлых жизней, еще что-то, через
какие-то свои внутренние ощущения, внутренние системы. Такое происходит чаще всего, когда человек ищет ответы на конкретные вопросы, а не просто пытается удовлетворить эго своего любопытства. То есть, когда я просто зачем-то хочу увидеть прошлой жизни, а зачем мне это, я не понимаю. То есть такая цель, она достаточно расплывчата. Она не дает конкретного ответа на вопрос, зачем. Зачем на это тратить свой внутренний ресурс? Что это даст? Для чего мне это? Что я хочу получить от этого? И когда вы начнете задавать эти вопросы и начнете понимать, ну вот я хочу увидеть прошлую жизнь, зачем? Что именно кроется за этим желанием? Что именно я хочу удовлетворить, да, какую потребность или какая эмоция движет мной вот в этом процессе? Может, я просто хочу себе доказать, что я какой-то исключительный, или я какой-то, допустим, что вот есть там люди, которые не как все, да, и я хочу быть вот каким-то исключительным, инклюзивным человеком. То есть и здесь вопросы, опять же, да, не с тем, что, ну, ты вспомнишь эту прошлую жизнь, но вряд ли ты почувствуешь себя таким. Почему? Потому что на самом деле тут вопрос не в этом стоит. Вопрос в том, что человек сам не понимает своей собственной уникальности, да, и ему надо, что типа, чтобы стать уникальным, надо обладать какими-то свойствами. И здесь, то есть процесс того, что ты вспомнил прошлую жизнь, не будет некой панацеей от того, чтобы вот этот момент, вот этот крючок проработать, да. Здесь нужно просто осознать собственную вот эту уникальность. И у каждого будет свое что-то. Но если говорить о практике, то в моей практике люди, которым действительно нужно было вспомнить так или иначе прошлую жизнь, именно для того, чтобы какую-то цель определенную преследовать. Например, один человек, да, он должен был умереть в 20 лет. И он вспомнил свои прошлые жизни, да, кое-что понял, переосознал, и он не умер. Другой, допустим, мне рассказывали, это не из моей практики, но рассказывали, что у него были проблемы со здоровьем определенного характера, и он через воспоминания о прошлой жизни понял, допустим, причинно-следственную, вот, как раз-таки, кстати, через психологию, через заход работы с психологом он увидел прошлую жизнь, и у него эти моменты со здоровьем ушли. То есть и много-многое другое вот в таком виде. И если там действительно есть такой момент, что человеку нужно это вспомнить, да, опять же, для чего? Для того, чтобы достичь какую-то иную цель. То есть действительно решить задачу, которую он перед собой ставит. То есть девочка, допустим, одна, у нее были проблемы с личной жизнью, она не могла никак там урегулировать вот эти процессы некоторые. И она вспомнила тоже свою прошлую жизнь, где там кое-что произошло, да, и через переосознавание того, что там, допустим, вот не очень красиво там все было в этой прошлой жизни, она поняла причины своих состояний. Тут вот мне тоже девушка одна напомнила с солнечного клуба, допустим, тоже моменты страхов иррациональных. Вот, кстати, тоже, да, моменты, как мы можем понять, что что-то идет из прошлой жизни, не только там моменты, что мы там думаем, что круто рисуем или еще что-то, но и страхи какие-то могут идти из моментов прошлой жизни. Например, фобии закрытых пространств могут быть, ну, они могут быть и в настоящей жизни, да, как бы, вот, но могут идти и в прошлое, и черпать корни из прошлой жизни. Например, одна девушка, она сказала, что можно поделиться этим. Она очень сильно боялась за рулем, вот, садиться за руль, водить машину, то есть для нее это вообще очень сильно такой страх на уровне некой фобии, и ничего такого, прям вот связанного с машинами, именно здесь, в конкретно этой жизни, с ней не происходило, то есть не было ничего, но потом, то есть в солнечном клубе, когда мы смотрели там ее, да, что она погибла в прошлой жизни как раз за рулем автомобиля находясь, и, то есть в этой жизни оно вот так отразилось, то есть нет, ни за что я не сяду за руль, да, то есть в машине я сидеть буду, но за рулем сама нет.
И таких очень много может быть моментов. Страх воды, да, просто иррациональный, и ничего такого там не было связано с водой, чтобы прям ребенок боялся воды, допустим, да, или взрослый человек. Такое может отражаться по-разному. И это все тоже может нести некую такую подоплеку в прошлой жизни. Но вряд ли мы вспомним о каких-то вот этих моментах, да, из прошлого, пока мы не зададимся вопросом о причинах нынешних состояний. То есть, допустим, девушка, да, с машиной, пока бы она не задалась вопросом, почему у меня такой страх, да, вот именно сесть за руль, в чем причина кроется этого страха, вряд ли бы она осознала, что причина этого кроется в прошлой жизни. То есть, опять же, видите, запрос был изначальный не о том, что я хочу вспомнить прошлую жизнь, запрос был вообще в ином, и поэтому люди это вспоминают, то есть, когда есть определенный целесообразный запрос. Ну и как я уже сказала, наше настоящее, наше прошлое тесно взаимосвязаны. Например, допустим, у одного человека я видела такую интересную картину, допустим, что в прошлой жизни он был достаточно таким каким-то богатым, зажиточным человеком, и он был достаточно очень циничным, таким, знаете, даже не строгим, а таким прям излишне, как говорится, да, вот, хозяином-барином, грубо говоря, и он своего ребенка, то есть своего сына выгнал из дома, сказал, вот ты там бесполезный, ничего там не можешь, допустим, там не хочешь, то есть там не принимаешь или еще что-то, вот там иди отсюда, да, то есть он его там в достаточно очень таком возрасте молодом выгнал, да, и сказал, иди на все 4 стороны. Конечно, этот сын тоже из-за чего-то у него с ним такие событийные ряды произошли, да, в прошлой жизни, но вот у него вот сложилось вот это, и в итоге в этой жизни, да, у этого человека, который выгнал своего ребенка в прошлом, похожая ситуация сложилась, но только с ним, то есть его, получается, отец, отчим, да, выгнал его из дома, выгонял, они его там все давай, вот там в 16 там лет, чуть ли не в свободное плавание, что ты там в институте учишься, ну и пофигу, иди работай, там делай что-нибудь, снимай квартиру, да, ты уже такой взрослый, значит, ты это на все 4 стороны. То есть, и вот оно тоже один из примеров, да, как прошлое отражается на настоящем, то есть ему показали, и вот, смотри, ты сделал это тогда, вот сейчас это происходит с тобой, насколько ты вот, да, переживи на своей шкуре то, что ты сделал когда-то. То есть такое очень часто происходит, и нельзя однозначно сказать, что все вот такие события, что вот этот человек, допустим, там его, ну вот как этого парня там выгоняют из дома, это он обязательно то же самое делал, да, нет, такое может быть и из-за других ситуаций. Допустим, человек сам на уровне души, да, душа, допустим, стремится там быстрее выбраться из родительского какой-то, из-под родительской опеки, хочет какой-то самостоятельности, хочет быть независимой, да, от, допустим, своей семьи, именно имеется в виду семья души, да, и она, допустим, вот таким образом тоже может выражать себя в некой такой независимости в настоящей жизни, допустим, именно в своей человеческой жизни, да, ситуаций может быть вообще очень большое количество, то есть, но в основном, как бы, люди видят тоже свои отражения, в том числе в том, что происходит вокруг них. То есть, как бы, одна из целей, да, нашей жизни — это посмотреться в зеркало где-то. Это не обязательно, что вот прям все, что мы там видим из окружения, это все зеркало, да, наше внутреннее. Нет, не всегда. Но зачастую это бывает так, это первое. А второе, конечно, здесь очень индивидуально все, потому что все зависит от того, что душа именно хочет здесь познать, что именно она хочет здесь постичь. Но какие-то определенные моменты, связанные с прошлым, могут выражаться в настоящем. Например, там, я не знаю,
не смогла душа родственников защитить, да, в прошлом, либо там, я не знаю, ребенка потеряла, да, там в прошлой жизни, либо еще что-то такое. И в этой жизни это будет иметь определенные отражения, то есть, допустим, я не знаю, там нежелание там семью заводить, да, какой-то, либо там страх какой-то такой, что может там с родителями что-то случиться. Но это опять же все является индивидуальным, то есть это может быть как и в этой жизни, то есть нажито, грубо говоря, но это может быть и отражением чего-то из прошлого. То есть некоторые события, особенно которые травмические, травма события, да, из прошлого, они так или иначе все равно где-то в каких-то событийных моментах отразятся в настоящем. То есть как бы повторение истории будет. Допустим, во взаимоотношениях, там, допустим, с детьми или с супругой, или там с окружением, да, как-то эта история воссоздастся в другом, менее травматичном виде, примерно то же самое, да, либо в отражении к человеку, либо опять он переживет похожее что-то, но уже немножко по-другому, для того, чтобы дать ему возможность без того, чтобы вспоминать этот травматичный опыт прошлого, проработать все вот эти вещи, которые из прошлого тянутся за ним, да, в настоящее. И это, ребята, не о вопросах кармы на самом деле. Мне не нравится слово карма, и мне не нравится то, что имеется в виду под словом карма. То есть, я как человек, который помнит и прошлое своей жизни, и душу, и знаю, в принципе, как канцелярия устроена, помню это все, да, и как, в принципе, души воплощения проходят и прочее. Для меня очень достаточно, я считаю, что карма это все-таки темное понятие, потому что карма это некое, вот ты там что-то сделал, и будет тебе за это возмездие, вот тебя накажут, да, это как наказание какое-то. Это, конечно же, абсолютно не про опыт души, потому что, нету такого, что вот за любой твой поступок или за то, что ты не понимаешь чего-то, тебя наказывают, да, то есть, я не знаю, если меня слушают психологи, вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько, да, вот даже с психологической точки зрения техника наказания за то, что человек не понимает, что происходит, дает ему осознание резкие какого-то либо опыта. Наоборот, в этот момент, когда, допустим, ребенок маленький не понимает каких-то определенных моментов, и то, что его еще за это ремнем по жопе отлупят, вряд ли этот момент лучше до него дойдет. То есть, наоборот, это приведет к травматическому опыту, после которого этот ребенок вообще будет бояться этот опыт приобретать, то есть любой опыт. Допустим, взять очень известные истории, печальные, допустим, такую историю, как Дины Азизовой, которую мать в детстве там все ее игрушки сжигала и била ее, и все за то, что она там в школе плохо училась, допустим, да, и в итоге это все переросло, во-первых, в очень достаточно тяжелые психотические состояния самой Азизовой, и закончилось все тем, что ее дети, самой Азизовой, мало того, что никакого школьного образования не получили, там еще кое-как выжили после такой мамы. Это, конечно, очень тяжелый, да, момент. И здесь мы можем увидеть, что вот эта теория преступлений в кавычках и наказаний, она приводит только к травматическим ситуациям на самом деле, и никакого там опыта, либо речи о том, чтобы был какой-то рост внутренний, речь вообще не идет. Поэтому опыт души и вообще то, как душа этот опыт получает, вообще никак не связан с теорией преступлений и наказания, да, вот этой кармической теории, что да будет тебе там все за то, что ты. Нет, это все не из теории страха, маньяков там и избиваний там, да, какой-то там палкой с гвоздями идет речь. Нет, опыт души это то, что мы можем увидеть
увидеть, да, что-то в себе через отражение. Это не о том, чтобы нам сделать плохо или больно, или там нас наказать за что-то или это. Нет, чтобы мы могли понять, допустим, что так делать нельзя. Но это не через идет наказание, это идет через, опять же, некие мягкие такие моменты. Кто-то скажет, что ну где мягкие, если я там переломался об колено, да, в этой жизни или еще что-то. Ну давайте не будем забывать, что мы здесь с вами живем в таком мире, где на данный момент правят темные, и как раз-таки они вот эту вот всю систему некой преступлений и наказаний вообще в принципе устраивают здесь. Если же мы говорим о опыте души с канцелярией, я по большей степени наблюдала другие моменты, когда, допустим, душа переживала очень какой-то не очень хороший опыт, допустим, и была там, я не знаю, ну каким-нибудь, я в принципе рассказывала об этом, вот, была там каким-нибудь палачом, да, который просто очень-очень жестко с людьми поступала, то в этой жизни для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, да, какие-то моменты там, допустим, внутренних вот этих проработок, чтобы душа проработала, не было такого, что она сама там попала, я не знаю, в руки к маньяку, и там ее там расчленили на 10 кусков, ну, такого не было, то есть были другие ситуации, были другие моменты, да, где душа могла как-то посмотреть со стороны на некоторые вещи, да, где у нее у самой были внутренние достаточно очень тяжелые там и дезинтеграции, и в том числе там были порваны энергетические каналы, но это другая история. Тем не менее, то есть вот такого преступления и наказания, прям, да, чтобы сделать кому-то плохо за то, что ты был плохим, сейчас я тебя самому сделаю плохо, такого нет. То есть цель, опять же, да, жизни во Вселенной не в том, чтобы наказывать кого-то за плохое поведение, а в том, чтобы человек получал опыт, чтобы показать ему, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы он мог на что-то посмотреть со стороны, чтобы он мог что-то увидеть с разных граней. Это вот то, что я даю на своем канале, стараюсь, да, на всех своих ресурсах давать. И здесь на Ютубе, и на Бусти, и в Солнечном клубе, да, и на курсах. Это то, чтобы вы смогли посмотреть на эту жизнь с разных углов. Посмотрели, что она может быть не только вот такой, но и вот такой, вот такой, вот такой, да, разные абсолютно понимания, то есть увидеть многогранность этой жизни, не оставаясь в неких радикалах, то есть радикальных там восприятиях, потому что чем выше спектр нашего восприятия, да, чем больше мы можем увидеть, тем, опыт, да, вот этот и есть души, то есть это то, когда душа может очень много всего воспринимать, видеть мир, жизнь там и прочее под разными углами, иметь огромную степень понимания мира вокруг себя, да, Вселенной и так далее. Таким образом души растут, таким образом они становятся создателями миров, таким образом они развиваются в более высокие структуры и так далее. То есть не через условный момент кнута и пряника, да, а именно через момент в том числе самопознания, познания себя, внутреннее, да, своей сути. Душа тоже занимается самопознанием всегда, то есть нет предела совершенству, и даже наш Создатель, то есть наша Вселенная, в принципе, всегда находится в процессе постоянного самопознания. В принципе, это и есть основа жизни, да, самопознание. И это самопознание себя и самопознание путем вот того, что мое внутреннее, да, соприкасается с внешним. То есть это как раз-таки и есть первооснова жизни. То, о чем мы с вами говорили по основным правилам этой вселенной, то есть основные законы этой вселенной, это то, что есть свободная воля, да, у каждого, и то, что энергия материи подчиняется напрямую энергии духа, то есть это и есть вот этот принцип жизни, то есть взаимодействие энергии материи, взаимодействие энергии духа, когда душа, да, мое внутреннее взаимодействует с энергией мира вокруг меня, да, вселенной вокруг меня, и
вот благодаря вот этому взаимодействию я получаю новые состояния, новый опыт, и таким образом я расширяю свое сознание, то есть я именно духовно расту. И на этой ноте хочу завершить свое второе видео по теме прошлых жизней, в котором я постаралась, в своем видении ответить на оставшиеся вопросы по этой теме, которые я поднимала в первом видео. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.